Сегодня облачка живописные, будет красиво. Филармонии. Вот Чапаевская, налево сейчас. Хотя дом и построен в 1997 году, но выглядит он как старинный, и даже местами отвалившаяся штукатурка придает ему некий шарм. Дуб, посаженный Федором Шаляпиным в 1909 году. Почему маленький? Оригинальный дуб, к сожалению, в 90-е был утрачен, а на его месте выращен новый из желудя того самого дерева. Память концерта Федора Ивановича Шаляпина на этом месте в театре-цирке «Олимп» 18 сентября 1909 года. В этот день утром Федор Иванович отправился на кладбище, где похоронена его мать. Я взял комок земли, который храню и до сего дня. Отслужил панихиду, поплакал о матери, а вечером во фраке с триумфом пел концерт, как будто так и надо, вспоминал он впоследствии.
В 1919 году здесь располагался штаб Южной группы войск Восточного фронта Красной Армии под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. Изначально дом был одноэтажный. 3 новых этажа надстроили в 1929 году. Семья купца Дунаева прожила в этом доме несколько лет, после чего он был сдан в аренду коммерческому собранию. До постройки театра-цирка «Олимп» здесь даже проходили концерты. В бывшем доме инженера-путейца и писателя Гарина Михайловского после февральской революции был клуб анархистов, а с ноября 1917 года по январь 1918 года размещался клуб коммунистов и губернский комитет РСДРП. В период жизни в Самаре Николай Гарин-Михайловский написал повесть «Детство Тёмы». Персонажи этого произведения запечатлены около Самарского театра кукол Лукоморья в скульптуре «Тёма и Жучка». Баронесса фон Древиц
были внучками Софьи Андреевны Шкот, открывшей в 1867 году в Самаре пансион для девиц высшего и среднего сословий. За свою просветительскую деятельность Софья Андреевна пользовалась особой благосклонностью императрицы Марии Федоровны. Все дома с табличками восстановлены в рамках фестиваля Том Сойер Фест силами волонтеров при поддержке администрации города Самары и различных предприятий. Обратите внимание, сейчас пройдет не иначе, как сам Том Сойер. Тут, помнишь, мы были уже. Скажите привет Самаре. Привет, Самара. Дом личного почетного гражданина Михаила Ивановича Орлова. Звание личного почетного гражданина присваивалось пожизненно, но не передавалось по наследству, в отличие от потомственного. В народе этот дом называется дом с жар-птицей. Вот она наверху дома. В 1913 году провизор Позорн умер в возрасте 44 лет, и усадебное место купила мещанка Наталья Казакова. После революции здесь была коммуналка. До революции в доме находилась шляпная мастерская. В 1905 году в этом доме произошла трагедия. Неизвестные злоумышленники совершили убийство и похитили 800 рублей. Сумма по тем временам немалая. Тебя зовут Вайлдберрис? А что, хорошее кошачье имя.
Кованые балконные ограждения сохранились с момента постройки дома.